Да, друзья, привет! Наш предновогодний стрим на канале Открытие Питер, прогулки по Санкт-Петербургу. Масса людей, масса на массе массой погоняет. Начинаем сегодняшний стрим с большой морской улицы. Вот у когда-то солнечных часов, но, видимо, на зиму стрелку убрали. Тени отбрасывающие. Ну и начнем сразу с Дворцовой площади. Обычно у нас какая-то такая традиция сформировалась, что мы Дворцовой площадью прогулку заканчивали. Последние все стримы практически. Ну а сегодня решил начать наоборот. Здесь с района Дворцовой площади, Эрмитажа, показать, все-таки в очередной раз показать вам, что все туристы на Невском проспекте, на Дворцовой площади. Юрий, привет. Спасибо за добрые пожелания. Дядь Коль, да, привет, с наступающим, здоровья и вам всего самого наилучшего. Температурка -1. До этого всю неделю шел дождь, да и с утра был дождь, была плюсовая температура, поэтому снега нет. Снег обещают на Новый год, 1 января. Что-то елочка под наклоном, под градусом, видимо ветер сильный. Кстати, да, сегодня МЧС предупреждали порывы до 20 метров в секунду. Сегодня не спеша походим по всеми вами любимому Невскому проспекту. Дойдем до Восстания. Ну и там смотрю по атмосфере. Там дальше подумаем, куда. Рестримы, да, отвечаю жизнь Североморки, отвечаю, что стримы на YouTube в записи остаются, и также я выкладываю на Рутюбе, на Дзене и ВКонтакте. Ссылки все есть на эти ресурсы в описании к этому видео. Пойдем так. Так, обойду по левую руку елку. Часть народонаселения в Петербурге разделилась, скажем так, точнее нет, народонаселение в Петербурге разделилось на две части. Первая — это туристы, которые здесь на Дворцовой площади, и горожане, которые сейчас судорожно бегают по гипермаркетам, закупаясь продуктами на новогодний стол. Вчера сам был одним из таких. Это, конечно, космос. Тележки не было в магазине свободной.
Приходилось с боем отвоевывать настолько много людей. Так, по традиции здесь фотозона, ну или что это, петербургского газеты «Дневник». Здесь все люди останавливаются, пишут какие-то... Ой, как они называются-то? Не пожелания, а желания новогодние. Ну и уже, да, действительно, фотозона телевизионного канала Санкт-Петербург. Такая стилизация, имитация студии телеканала. Люди подходят, фотографируются, видимо, на фоне елки. Также есть на площади 2 экрана поставили. Не знаю, что это такое. Совершенно не в курсе, что будет здесь в новогоднюю ночь завтра. Ну, предполагаю, что толпа людей. Но какие увеселительные мероприятия доподлинно мне неизвестны. Так, давайте сейчас пройдем через ярмарку. Ну, опять же, внутрь заходить не буду. С горки вижу, уже никто не катается. Видимо, поздно. Так, привет из Берлина от Семеновны. Привет. Все-таки будет на этот корпус проецироваться какое-то световое шоу в новогоднюю ночь. Хоть и -1, но так, слушайте, ветер холодный, сильный, прям продувает, руки мерзнут. Так, Роман, привет вам от Сергея и Софии. Привет, Сергей, привет, София. Вот целая очередь сейчас вот стоит к рамкам желающих зайти вот здесь, на этой территории ярмарочка. По сути, точно такая же, как на Манежной площади, и такая же, как на Московской площади. Сейчас вот пройдем через Певческий мост и по Мойке выйдем на Невский. Ну, такая прогулка у нас в обратном порядке будет. Имею в виду вот прошлый. Ну, конечно же, с изменениями. Как, расскажите, как у вас настроение новогодние ли? Знаю, наверное, у кого-то в городе есть снег, у кого-то нет. Ну и наверняка у тех, у кого снег есть сугробы, есть и новогоднее настроение. Напоминаю о возможности ставить лайки, делиться видео. Ну и про донаты скажу. Донаты, ну, не стесняйтесь, подписывайте, пишите свои пожелания, буду озвучивать голосом.
также они будут выводиться на экран. В Екатеринбурге немного снега есть, -7. Прелестно. Ну вот у нас -7 обещают что-то числу к 3-му, к 4 января. Кто был на прошлом стриме, наверное, помнит, я тут шел, были прям сугробы, я скрипел снегом, как-то было атмосферненько. А сегодня вот не намека, правда, вот есть остатки льда на реке. Сейчас мы идем по набережной реки Мойки. Дамочки тут отдыхали, со ступенек поднимались. Вижу, они там бутылочки собирают по пакетикам. Берлин, снега нет, настроение праздничное, рабочее. Ну да, у вас же там Рождество 25-го отмечалось бурно и основное, да? Кстати, да, Семеновна, извините, что я так к вам, но вы так сами себя назвали. Расскажите, что у вас главнее, Новый год или Рождество праздник? Что отмечается с большим размахом? Так, у нас уже и донатик прилетел, я пропустил. Так, это у нас, по-моему, наш постоянный зритель из Мурманска задонатил. Спасибо. Так, Рождество, да. Ну вот и подарки дарите деткам на Рождество, и праздничный стол основной на Рождество. Проходим один из музеев печати. Там вот по этому переулку, если помните, мы уже в прошлый раз проходили, вышли на Большую Конюшенную улицу. Вот сейчас мы на ней опять тоже окажемся, пройдемся по ее центру. Только сперва на Невский и чуть-чуть по Невскому и на Конюшенной опять окажемся. Пройдем посередине, там красиво украшено, светящиеся арки. Так, сколько у нас елок-то здесь? Раз, два, три, 4, 5, 6. Странно. Я вот эти елки сейчас посчитал. Должно было быть 7. Но, по-моему, там одна не сдюжила. Накренилась, сломалась, и вместо того, чтобы починить, ее просто убрали. Не знаю, насколько вы замечаете, задувает ли ветер в микрофон, но мне в щеки прям по петербургской традиции со всех сторон. Цитирую Гоголя из Шинели. Ой, прелестно, вы посмотрите. Какая вот балконина на 3-м этаже, и там, не знаю, видно вам или нет, люстра. Шикарный зал, видимо. Тут так, на 3 окна.
комната. Так, на Рождество обещали, что снег будет. Обещали снег 1-го. Ну так что к 7-му-то, дай бог, если и выпадет, так чтоб не растаял. Хотелось бы. Ага. Сильвестр. Шуму много, но один выходной. Шуму, ну это, наверное, эти петарды взрывают, хлопушки, фейерверки. Все поликовали, порадовались смену цифры, поменяли календарь и пошли работать. Это все речь про Германию сейчас. Вышли на Невский проспект. Идем в сторону пока что площади, ну не пока что, а движемся в целом в сторону площади Восстания. С небольшими ответвлениями и немножко будем сбиваться с курса. Буду приворачивать на прилегающие улицы, как обычно по традиции. Всем тем, кто сейчас смотрит стрим из дома, не то чтобы я вам завидую, но вы сейчас в максимально выгодном положении. Вы в тепле, как минимум, в комфорте. Вы ничего не теряете. Вы также все видите, но еще и домашней обстановки. А вот уже подошли к большой, точнее не к, а на большую большую конюшенную улицу. Ну и вот здесь такой прелестный арочный бульвар подсвеченный. Пройдем по нему. Так, Наталья. Здравствуйте, мой лайк стриму. Спасибо, Наталья. По Конюшенной выйдем, по Конюшенной улице выйдем на Конюшенную площадь. Как бы это странно не звучало, да? Почему странно? Наоборот, закономерно. Так, в Мурманске снега очень много. На прошлой неделе до минус 32, по области до минус 40, сейчас 0. Вот это перепады. Но минус 40 это где-нибудь там в районе Печенги, наверное, было, или правее, туда на Кольский, да? Или Териберка, может быть. Так, я тут пару сообщений пропустил. Спасибо за прогулку, очень удобно гулять, сидя дома на диване. Да, Сергей, вы это мне уже
Да, может, и не только вы, но, в общем, не первый раз этот тезис был озвучен в целом. Не за сегодня, а в целом. Рад, что вы имеете такую возможность. Стоят люди в очередь в кафетерий, назову это так, как есть, как может быть вы любите, за горячим глинтвейном, кофеечком, чаечком, дабы согреть сердце, руки и душу. Опять же, посмотрите, какая великая очередь за пышками, вот от входа, и вдоль дома очередь на улице, плюс еще очередь внутри, там надо будет отстоять. И все ради того, чтобы скушать якобы самые лучшие пышки в городе. Но от того, что тут это пышечная от 1958 года, ну окей. Я очередной раз говорю, но есть масса вариантов, где в такую очередь стоять не придется. Так, Александр с наступающим всем желает. Ответим ему тем же. С наступающим Новым годом, Рождеством. Так, у нас за первые 20 минут стрима уже цифра зрителей перевалила за 100. Это радует. Проходим ДЛТ, Дом Ленинградской торговли. Так, не совсем по-русски, конечно, аббревиатура, или точнее его расшифровка, но как есть. Как есть. Приход Святой Марии, евангелическо-лютеранская церковь Ингрии. Так, возвращаемся на центр бульвара. Так, алле, Лео Флай. Роман, приветствую. Пальцем Да, в очередной раз напомню, что у канала есть представительство в Telegram. Там много интересных фактов и фотографий как современного, так и дореволюционного и советского Петербурга. Переходите. Так, спасибо большое за предновогодний стрим. Смотрю, Еврозима в СПБ. Еврозима. Евроремонт. Еврозима, да. Ну, такое вот бесснежное опять. Вообще. Ведь снег же выпал, и неделю назад случилась чуть ли там не месячная норма. За одни выходные навалило. Сугробы были ого-го. Но все за неделю дождем смыло и растаяло. Была плюсовая температура, но вот сегодня -1 уже. Я перед стримом посмотрел погодку на Яндексе. Там мне написало -1. Но ветер холодный, еще, блин, сильный холодный ветер. Прям вымораживает, выстужает. Но если двигаться, идти, ходить, то и неплохо. Если заходить в какие-нибудь кафешки, хотя бы просто даже перекусить, то тоже неплохо.
можно жить. Такими, знаете, короткими перебежками бегать, ну и не замерзнешь. Так, итоги года. А я не знаю, про какие итоги года нам сказать. Я тебя с телевизора смотрю. Звучит как угроза, Олег. Ну или хвастовство, потому что многие с телевизора смотреть не могут. Итоги года. Слушайте. Из итогов. Наверное, нас стало больше. Это самый главный итог. Наша армия прогульщиков по Петербургу возросла не просто до 5000, а эту сумму, эту цифру даже превзошла. Уже 6000 с небольшим. Мы идем, можно сказать, семимильными шагами к десяточке, но тут у нас законодательство подтягивается, ведь у нас все, как это называется так по-русски, в общем, то ли блогеры, то ли вот сообщество блогеров свыше 10 000 должны как-то регистрироваться. Я вот не знаю, YouTube как бы к этому имеет отношение или нет. Склонен полагать, что, наверное, нет. Это все больше как-то, наверное, к ВКонтактам, к Дзенам, к русским социальным сетям. Так, финансовые итоги года. Даже монетизация подключена. Ну, монетизация монетизацией, но так как она для россиян не работает, что она подключена, что она не подключена, вообще абсолютно никакой погоды. Проходим здесь на Конюшенной площади. У нас вот по левую руку видите детский ледовый театр, и там же каток. Ну, там какие-то представления проводят. Алексей насчет 10 000 обязан зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель не согласен. Я такого не видал, не читал, но посмотрим. Нет, там определенный реестр блогеров 10-тысячников хотят вводить. Или ввели уже. Но как ИП точно не надо, потому что какая предпринимательская деятельность? Никакой абсолютно. Так что как ИП регистрироваться не надо. Вот если ты еще там рекламу продаешь, и ты, ну, это все официально проводишь, налоги платишь, то тут, наверное, как или ИП тебе надо быть, или самозанятым. Тогда да. Ну, по крайней мере, зашла сейчас к вам Telegram, фото супер. Если подключаешь монетизацию на Рутюбе или на Дзене, там тебе точно надо стать или самозанятым, или ИПшником. Или как физлицу оставаться, но платить налоги самому. И все эти площадки передают данные в налоговую. Так что налоговая точно спросит с тебя за заработанные тобой копейки. Но честно, копейки там на этих площадках просто грошики какие-то тебе отсыпают, и все. Ну и так, через Конюшенную площадь мы подошли на канал Грибоедова, оказались у Спаса на Крови. Наверняка фасад этот для вас с этой стороны
не совсем привычен. Зачастую Спас на Крови открывается противоположной стороной, со стороны Казанского собора, со стороны Невского проспекта. Ну, а здесь, непосредственно здесь у нас как раз вход, если вы на экскурсию пойдете от кассы, и здесь заходите. И с противоположной стороны выход. Обязательно сходите. Ну, Алексей, видимо, не читал, а может быть и не полностью. Ну, я почитаю, но... У нас же закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Алексей, сейчас спорить и дискутировать не будем, но у нас 10 тысяч еще нет. К нам это неприменимо. Это раз. Ну, а во-вторых, я останусь пока что при своем мнении, но обязательно почитаю. Как говорится, рано или поздно это коснется каждого. Все стримеры Москвы зарегистрированы. А как вы можете за всех говорить? Ну вот очень интересно. Так, а подожди, 160 тысяч блогеров зарегистрировалось. Где? Вот в этом реестре блогеров, да? Или как индивидуальный предприниматель? Вы что-то мне это путаете. Александр Вороньков, а вы добрейший души человек, чувствую. Ну вот в реестре, я про реестры говорю, да, Наталья, вот это я тут согласен. Я не согласен с тем, что надо как ИП регистрироваться, потому что экономической деятельности ты никакой не ведешь. Я вот хожу там со стримами и все, ну хожу и хожу. Дохода у меня никакого. Какая тут? Какой ИП? Вот, если я о том и сказал, что YouTube под эту площадку, еще когда по конюше нашли площадка YouTube, вот как под это попадет, под юрисдикцию наших законов. Да, 25-й нам покажет. Уголовка за пользование YouTube. Это, конечно, бредятина полная. Вот тут читай, тут не читай. А то, а та-та. Это, конечно, интересно. Так, Александр Вороньков, я ни в чем не сомневаюсь. Спорить с вами сейчас не намерен. Я уже, по-моему, один раз сказал. Хороша ложка к обеду, но готовым тоже надо быть. Но сегодня у нас новогодняя прогулка, а не обсуждение, каково быть стримером. Да понятно, вот эти опять, давайте, ладно, про блогеров. Вот эти блогеры, которые ВКонтакте продвигаются, там же тоже ребятам площадка занесла. Ну, топовые блогеры, имеется в виду. Чтобы они именно к ним перешли, да, а не на какой-нибудь там Рутюб, Дзен там или еще куда-нибудь. Как только им перестанут платить, они перестанут на этой площадке жить. Ибо зачем?
Вообще рынок и конкуренция должна решать все эти вопросы. На рынке должен быть продукт. Чем продукт удобнее, качественнее и доступней, тем больше он будет пользоваться популярностью. Вот и все. Если вы не можете сделать качественно, то, сорян. Просто по принуждению нет я говорю про тот же, например, YouTube, да, но вот он неудобен. Там система рекомендаций контента абсолютно не рабочая. Он неудобный. Почему я должен им пользоваться? Как-то так. Ну и соответственно, если YouTube удобен для кого-то. Так, итальянский мост. У нас же мой канал, с нами гуляют не только жители России и СНГ, СНГ в том числе, да, но и наши соотечественники, живущие за границей. Им удобен YouTube, почему нет? Почему не давать эту возможность смотреть Россию, смотреть Петербург через эту площадку? Улицы стоят. Громадные пробки в центре. Китай великим этим китайским фаерволом, и все, и выдать всем счеты. И тогда никакой ИИ не пройдет. Но вот этот процесс самоизоляции, он же имеет и обратную сторону медали. Ты перестаешь развиваться. Так, перезапустил. Стрим должен отвиснуть. Так, что про заграницу? Я пропустил. Так, за границей YouTube не запрещен. И да, это они могут заходить и смотреть спокойно. Так, проверка, что-то черный какой-то квадрат у нас непонятный. Сейчас, секунду. Так. Так, какие-то глюки-шмуки, не знаю чего. Придется сейчас чат отключить. Тогда. Что ж, жаль. Но пока будем без чата. Ладно, продолжаем. Здесь нам надо будет сейчас Невский перейти. Дойдем к елке у Казанского. Чат-то я буду видеть, он только будет не будет выводиться сейчас на экран временно.
но должны выводиться эти донаты. Так что можете писать. Да, снега нет совсем, от слова вообще. Так, январь в Питере тоже похожий на декабрь. Обещают вроде по прогнозам. Ну, в начале января все-таки минуса какие-то обещаны. Как уж там будет дальше, я не верю ни одному синоптику. Надо просто быть готовым иметь теплые вещи, хорошие ботинки зимние, да и все. Возможно, утепленные резиновые сапоги тоже не помешают. Давай оботрем все лавки новой курткой. Ой, господи. Учителя жизни. Это ребенок, пусть ребенок играет, обтирает все. Очень много людей идет на вход в Казанский собор. Храм действующий. Поэтому вход бесплатный. Так, месяц назад на прогулке в Кудрово прогноз на декабрь мы обсуждали. Так и получилось. Синоптики не обманули, а угадали. Да. Так, Роман, добрый вечер. Спасибо за прогулку. Перевел донат на карту Сбера. Спасибо. Сами себя приучили к YouTube, вот сами и отучиваетесь. Ну, Сергей Платонов, давайте так. Весь новый контент можно на новые площадки заливать, да. Но весь контент из серии там какого-нибудь DIY, как починить, как поремонтировать, как то, как все, никто по новой никуда не зальет. И вы на этих всех рутюбах, дзенах и всему прочему никогда это не найдете. Во-вторых, система поиска, система рекомендации контента, она не рабочая. Абсолютно. Так что говорить, что сами приучили, сами типа там мучаетесь, бред бредовый. Абсолютно. Очень узкое мышление, уж простите, но так категоричным я бы не был. Вот и все. Вот тут пешеходный переход такой странный. Он вот в этом месте не регулируется абсолютно, потому что светофор только на этой зебре. И зачем там люди стоят, непонятно. Так, Виталий пишет: Роман, с наступающим Новым годом, побольше интересных видео и стримов. Планируете ли стримы по Кронштадту? По Кронштадту прогулки есть, не стримы, конечно. Есть и по парку, заповеднику отдельное видео. Есть видео по парку Остров Фортов. Вот я не помню, я по самому Кронштадту гулял или нет с видео, что-то я уже подзабыл. Но в целом да, предложение хорошее и нужное, и правильное. По Кронштадту со стримом следующим летом, весной прогуляться можно. Точно не зимой, но надо. Дело хорошее. По Новой Голландии нет. Новую Голландию сегодня мы не зайдем. Мы и так уже на Новую Голландию не раз заглядывали.
захаживали, зашагивали. Что еще? Там сейчас, ну, как по мне, темновато. Там на Новой Голландии такое освещение. Фонарики очень светят локально и только под себя. И ты ходишь, там как-то вот тьма и свет. Ну и плюс в центре большой каток. Там орет музыка. Потом YouTube ругается на авторские права. Так, прогулка по Новой Голландии. Второй этаж. А второй этаж чего? Давайте конкретизируйте. Вот вы, наверное, в голове представляете себе бутылку, да? Или второй этаж чего? Какого из зданий? Бутылка, вот. Первый этаж это жральни, второй этаж это магазинчики со всевозможными шмотками, как их называют, комиксы. Что там мне еще на ум приходит? Больше ничего и не приходит. Так, тут у нас очередной дедушка наш. Кстати, Думская башня. Елку не видно, чат не видно. Не знаю, тут что-то сегодня... Сейчас я не перезагружу, но... Чат-то я выключил. Чат я выключил, потому что вместо чата какой-то черный экран у нас стал выводиться. Ну вот, что-то черный экран Малевича у нас. А нет, все, нормально вроде. Вроде самопочинилось. Вороньков Александр, взаимно. Ты лучший. Ты лучший, ты крутой. Так, давайте я вас чего? Заведу в галерею, или на галерею, как это сказать по-русски. Мы большой гостиный двор. Здесь на углу с Думской улицей. Поднимемся по лестнице на второй этаж. Игорь, вот на втором этаже сегодня побываем, но не в бутылке, а в гостином дворе, и пройдемся по галерее балконной. Не знаю, как еще правильно это назвать. Посмотрим на Невский проспект с высоты. Просто посмотрим с высоты. И вот так можно идти по кругу, по всему большому гостиному двору. Мало кто об этом знает, ну а может те, кто знает, мало кто этим пользуется. Это интересно. В дни футбольных мероприятий, которые проходили в Петербурге, это Кубок Конфедераций, такой там 17-18 год, здесь на этом балкончике был бар, вот во всю длину были телевизоры, был большой пивной бар, и прямо здесь вот на открытом воздухе можно было
большими компаниями останавливаться. Ну, тупик это скажу, музей восковых фигур. Он, по-моему, уехал. Поэтому тупика-то и нету. Тут можно по кругу ходить. Ну а если нельзя, то всегда можете вот в эти двери зайти внутрь, обойти этот тупик и снова выйти. Вот я сейчас дверку подергаю, вот смотрите. Ага. Так, ну это закрыто, а вот следующая, видите, она открыта. Так что тут все возможно. Так. Дедушка Мороз и елка. Так, давайте на елку посмотрим. Все-таки как-то с этой стороны. Даже там наверху у нее крутится механизированно. Дед Мороз есть, а Снегурочки нет. Не придумали еще. Не организовали. Так, Наталья. Это здание называется Большой гостиный двор. Все мы с интернетом. И давайте, друзья, у кого есть возможность, быстренько загуглите год постройки Большого гостиного двора. И в чат пишите. Будем вместе просвещаться. Я уже здесь сейчас до конца не пойду. Спустимся здесь. Здесь есть вот такая историческая штука. Вот, может быть, кстати, мы... подождите, вот. Пожалуйста. Около 1720 года. Большой гостиный двор. Ну и все основные даты, леты. Здесь озвучены. Ну и тут много исторических справок о людях, причастных к Большому гостиному двору. Всевозможные фотографии. 1785. Ну, смотрите, 85 год. Вот, завершение строительства Большого гостиного двора. Одного из наиболее значимых памятников раннего классицизма в архитектуре Санкт-Петербурга. Ну да, его как бы закольцевали, получается, да? А до этого были отдельные линии. Экспозиция Петербург торговый. Это у нас получается вид напротив. Там во дворике вот армянская церковь. Не, Наталья, это все-таки 1785, вы на 50, почти 50 годиков уменьшили. У каждой стороны, то есть большой гостиный двор, он у нас имеет 4 стороны, так называемых линий. Каждая сторона, каждая линия имела свое название преимущественно по тем товарам, которые на этой стороне продавались. Была стеклянная линия,
Вот вдоль Садовой там всякие стекла, зеркала, были перинные ряды. Ну и другие, я уж не помню. Тут не суть. Как говорится, ищущий да обрящет. Ну а интернет у всех теперь под рукой, в библиотеку бегать специально не надо. Быстренько вопросик в Яндексе или в Гугле, или где там вы ищете, ввели, нажали найти, и вам все выдало. Проходим здесь в подземном переходе под Садовой улицей. Будем сейчас подниматься. По правую руку у нас будет Российская национальная библиотека. Вот она, уже белые стены виднеются. Как раз я про библиотеку-то заговорил. Ну, насчет самой большой я не знаю, но это Российская национальная. У нас все-таки есть еще одна библиотека, новое здание. Станция метро Парк Победы. Я что-то думаю, что... Хотя не буду ничего сравнивать, опять же, все с интернетами. Не-не-не-не-не, Игорь, на Парке Победы есть тоже национальная библиотека. Прямо напротив, через Московский проспект. Какие концерты, о чем бы? Там даже в той библиотеке часть сцен современного Мастера и Маргариты снимали. Там якобы психушка была. Там вот эти вот лестницы такие красивые задействованы в кадре. Так, что? Перейдем, да, наверное? Перейдем и по Малой Садовой пройдемся чуть-чуть. Но я станция метро Парк Победы. Я не про Парк Победы, господи. В самом Парке Победы какие концерты, какие концертные залы? Там ничего нет. Если вы говорите про СКК, который уже не СКК, а СКА-арена, то это другая история. Вот, Антонина говорит, нам подсказывает, что на Парке Победы второе здание Национальной библиотеки, а которое из них больше? Которое здесь, на Невском проспекте или на Московском? В этом вопрос-то сейчас был, по всей видимости. Ну вот, я про Российскую национальную библиотеку. Вот это здание, и оно вот туда уходит. О, тут опять уличные музыканты. На Московском больше. Вот. Своеобразное искусство.
не всем дано его понять, осознать и воспринять. Не понимаешь, не отрицай, просто пройди мимо, не критикуй. Так, Евгения от Нельченко надо, наверное, заблокировать. У нас политические темы не поднимаются, не обсуждаются. Едет ракета, летит ракета. Здесь на Малой Садовой улице уже часть ярмарки рождественской. Так, особо показывать, что здесь продают-то не буду, наверное. Вам не знаю, насколько вам интересно. Как по мне, здесь, ну, простые безделушки. Вот новогодние тематики. Какие-то игрушенцы. Глиняные в том числе. Всякие штуки под манжетница. Это как под минажница, господи, манжетница. Под орешки, там, под сухарики, под еще что-нибудь. Так, тут еще господин один из глины всякие кружки, ложки и тарелки делает. Вот. Интересные. Не все продавцы любят, когда их лица снимают, как-то скромничают. Поэтому тут сильно нарываться не вижу смысла. Было бы ради чего. Так что давайте будем идти дальше. Да, по поводу этих предупреждений насчет капса. Работает автобот в чате, который это все дело отслеживает и предупреждает. Тут и карамельки вон продают всякие вкусные. Шоколадные, не шоколадные, всякие конфеты, безешки, халва. О, сразу колбасы, салы. Съестное. Рыба пошла. Вот рыба красная. И не только. Тунцы. Тунцы тоже продают. Ага, и палтус есть. Класс. Запах копченой рыбы. Прям, господи. Тяжело. Сразу все хочется. Так, новый подписчик, сопрогульщик на канале. Вот мы уже практически подошли к Манежной площади. Здесь график работы. Сразу и катка. Здесь каток есть бесплатный, но как-то надо эти билеты добывать. Двухэтажная карусель. График работы. Ну и в целом график работы ярмарки на Манежной площади. Да, дядь Коля, лучшая рыба — это колбаса. Ну, сложно не согласиться, но я как человек с берегов Белого моря, я вам скажу, рыба — это рыба. Это никакая колбаса вообще с рыбой не сравнится, особенно с треской или семгой.
На Манежную заходить не буду. Мы в прошлый раз уже здесь прогуливались. Заострять внимание смысла нет. Друзья, в принципе, те же самые все, что мы сейчас прошли, будочки. Плюс есть сцена, какая-то активность для деток. Елка, сейчас увидим. Ремесленные мастерские. Там вот я вижу кулинарные мастерские. В общем, мастер-классы рукоделия для детей. Такие же есть на Московской площади. Обогреваемые палаточки. Да, треска это 5. Да. Это 10 из 5. Вот слушайте, там кто-то надрывается. Это вот все на сцене, там активность. Ну, плюс еще, если пройти вдоль манежей к инженерному замку, там как раз будет и каток. Будет каток. По времени уже поздно, там, по-моему, каток уже закрылся, скорее всего. И карусель не крутится. Ну или что, заглянуть? Палтус копченый имеет свое. Палтуса ты каждый день не поешь, как треску ту же самую, да? Так, давайте, друзья, как зайти на Манежную площадь или не зайти? Скажите. Давайте, мне нужно ваше мнение. Все-таки. Что скажете? Так, да, зайти. Ну, давайте зайдем. Не все были на прошлом стриме у нас. Не все. Сумочку расстегните, пожалуйста. Powerbank. Сумку расстегни, потом их хер застегнешь обратно. Неудобно, ладно. Ну давайте, что? Опять же, как я вам говорил, эти все торгаши те же самые, что на Малой Садовой. Елочка. В этом году гораздо проще наряженная. Убраны все фигурки, связанные с Щелкунчиком. Такая более-менее упрощенная версия, скажем так, елочки. Так, давайте пройдем все-таки через эти мастерские мастеров. Там же и домик Деда Мороза. Опять же напомню, в этом году у нас был год Александра Сергеевича Пушкина, поэтому очень много в оформлении ярмарок касается Александра Сергеевича Пушкина. Так, здесь у нас что? У нас здесь вот как раз домик Деда Мороза. Ну и все тут с детками захаживают, фотографируются с Дедом Морозом. Видите, он там на кресле сидит. Ну и всякие фотокарточки с ним делают. Здесь зона едалин. Всякие блины, трудельники, глинтвейны безалкогольные, конечно же. Потому что здесь зона детская считается.
вся ярмарка, поэтому здесь все безалкогольное. Так, тут кто-то про корюшку вспомнил. Конечно, в каждом регионе своя рыба. В Питере это корюшка, да. Всякие сосисочные. Карамель тут опять. Вот я вижу, большой трудельник висит. А вот и тут трудельнички всякие. Люди горяченьким согреваются. Ой, вижу даже плов. А нет, это сосиски с бигусом. Бигус — это тушеная капуста. Ну, горячий глинтвейн, только безалкогольный. Есть тут подвох легкий. Так, у людей что-то падает. Люди даже не стараются поднять. Люди свиньи. Делаем вывод. Легкий. Так, ну и вот сейчас до сцены я уже не пойду, там пусть дети развлекаются. Мы поворачиваем здесь, через рамки сейчас выходим, идем в следующие рамки и дойдем до катка. Нас опять все тут досматривают. Ну да, уже карусель опять выключена, уже все. Так, здесь не тот глинтвейн, без красного вина. Ну, я же говорю, безалкогольный. Но, в принципе, тут такой уровень досмотра, что вы можете привезти в какой-нибудь фляжечке очередь. Все-таки карусель еще работает. Так. Сейчас карусель поедет. Карусель бесплатная, но вот надо только отстоять очередь, чтобы на ней оказаться. График работы я вам чуть ранее показывал. Так вот, про алкашечку. Можно всегда же с этим с собой принести. И потом тут что-нибудь влить, долить, добавить. Полина, они покупают что-то. Так, я сейчас здесь остановлюсь. Постоим, дождемся карусель. Когда карусель начнется. Да, кстати, Невский закрывают, но вот откуда его закроют? Ну, то ли от гостинки, то ли вообще там, не знаю, от Владимирского, от Литейного.
Так, ну пусть пока крутится, дойдем до катка. Здесь своя елочка. Ну, слушайте, здесь вот едальни все по сути те же самые, но вот людей в этом месте поменьше. Столики свободные есть. Так. Вот здесь снова стенд с информацией. Аттракционы все бесплатные, график работы катка. 1 билет в одни руки. Видите, могут закрыть от мойки, могут от гостинки, могут от литейного. А могут и вообще от восстания. И по Невскому все будут ходить пешочком. Мы не на коньках. Но мы можем здесь покататься, как раз Ну, Андрей, я же обратного-то ведь не говорю. А может быть, я уже с ним и хожу? Только не показываю. Ибо нас могут смотреть дети. Каток бесплатный, но вот как-то надо билетики получать, потому что тут у них ограничено количество за один раз, за один сеанс катающихся. Ну, так, отвечу Севастьяну, что возможно вам так кажется, что будет веселая атмосфера, но я точно туда не пойду. Не хочу сейчас поднимать национальные вопросы, но очень будет много гостей из ближнего зарубежья. Очень много. По одному они не ходят, поэтому имейте это в виду. Имейте это в виду и рассчитывайте, что будет некая конкуренция за свободные места. Так, не вестись на что? Я ни на что не ведусь. Нет. No. No. Ну, идем в сторону площади Восстания. Начали мы на Дворцовой площади, вот и по Невскому проспекту идем в сторону площади Восстания и захаживаем, приворачиваем во все места, так или иначе имеющие отношение к Новому году и Рождеству. Сейчас уже идем на выход. Манежную мы осмотрели. Думаю, достаточно. Сейчас даже здесь, наверное, или нет, сейчас пройдем, пофиг. Что нам стоит? И как раз вот где мы заходили, там и выйдем снова. Пройдем мимо елочки. Игра следующая. Но перед тем, как мы в нее поиграем, нужно встать за линию на асфальте. Видите линию? Все быстренько за линию. Стрим, это, как говорится,
от меня и до обеда мы тут не завязаны, то есть мы дойдем до площади Восстания, до Московского вокзала, и там я дальше покумекаю. Закончим ли или дальше пойдем? Ну, проведем голосование. Мы в демократическом обществе. Но стримить до завтра мы точно не будем. Это точно. Так она крутилась. Мы же как дождаться? Я же дождался. Она начала крутиться. Все. Покрутила. Она крутилась. Мы пошли посмотреть каток. То, что к нашему возвращению с катка карусель уже накрутилась, накружилась. Ну, такое бывает. Так, Дмитрий тут написал, что рано же еще. 31 я стоял в луже в обнимку с нашими друзьями с Востока. Ого, 150 человек на стриме. А это не рекорд. До рекорда нам еще топтать и топтать. У нас какой-то из недавних стримов было 250 человек. Так, сейчас вот все-таки вернемся. Можем сразу на Фонтанку выйти, но я думаю, мы по этой улице... Я забыл ее название почему-то. Сейчас подгляжу. Или не подгляжу. По Караванной, все правильно. Что-то я так засомневался. Короче, да, по Караванной выйдем на Невский и по Невскому повернем налево на Невский. Пойдем. Да почему к 5 углам? Мы идем по Невскому до Восстания. Почему 5 углов? Обоснуйте, что нам там у 5 углов? Вообще к 5 углам сегодня не планировал в целом. Но если надо. Ой, ресторанная тема. Ресторанная тема летом, когда все рестораны выставляют свои веранды на пешеходную часть улицы Рубинштейна. Зимой Рубика так себе. Там даже и незаметно. Так, всем привет, пишет Анна. С наступающим Новым годом. А на Литейном есть очень красивый купеческий дом в русском стиле. Если многие ведущие туда доведут, буду очень благодарна. На Литейном. Давайте, номер дома. Номер дома. Озвучьте. Какой вы дом офицера имеете? Дом офицеров имеете в виду или какой? За рынком. За каким рынком? На Литейном за рынком. Вы ничего не путаете? Так. Привет, с наступающим Новым годом. Да, с Новым годом. Анна, давайте вспоминайте, что вы имеете в виду. Какой рынок на Литейном?
Так, привет из Минска. Андрей, да, привет. Так, там, не, давайте пусть Анна. Там типа склады. Не-не-не. Ну, про дом офицеров это я сказал, да, но все-таки давайте, что имел в виду автор. Не будем догадываться, пусть автор сам скажет. Я понимаю, что Анна не местная, но как лечить по фотографии? Просто я на Литейном рынка не знаю. Тем более посередине Литейного. Там рынка нет. В начале, в конце Литейного, ближе к чему? Какие-то, может быть, ориентиры. Какая-то наводочка какая-нибудь. Так, смотрите, уже на Лиговском. Я не знаю насчет Сбера, какие донаты. Через Сбер просто СБП, перевод. В чем здесь донат? И как он там ограничивает, я тоже не знаю. Есть вариант через Cloud Tips отправить. Есть вариант донат Alerts отправить. Все ссылки донатов есть. Со Сбером посмотрим, но люди вроде денежку, перевод осуществляют, тут не вопрос, вроде все работает. Привет из Эстонии, отлично. Ульяна, привет. Да, на самом деле, дядь Коль, согласен, я сам лиговский и литейный могу в разговоре ляпнуть. То есть я думаю об одном, говорю другое. Это как бы вообще на изи. Так все-таки мы говорим про что? Про Лиговский проспект все-таки, да? Лиговский, дом 12. Так, из Риги к нам приветом. Видите, какая у нас многонациональная зрительская аудитория. И, конечно же, всем удобнее на YouTube осуществлять. Так, Игорь нам все-таки настаивает, что речь идет про Литейный 12. Ну, раз Литейный 12, то Литейный 12, окей. Ну, конечно, у кого с чем Лиговский ассоциируется, но у меня точно не с галереей. Там даже созвучия нет. То, что галерея на Лиговском, это бесспорно. Да, всем здоровья, развития. Привет из Латвии. Вот, классно, нас Эстония, Латвия, Германия смотрит. Беларусь. Рядом с Лиговским кузнечный рынок. То вообще-то нет, вы не правы.
у нас Лиговский проспект вот отсюда и налево, а направо Владимирский проспект. И рядом с Кузнечным рынком Владимирский проспект, а дальше Загородный проспект. Вот направо уходит Владимирский, и там у нас Кузнечный рынок. Кузнечный переулок, соответственно. Казахстан тоже смотрит. Вот и слева, и справа, и с юга. Только с севера никого нет. Но там, если так копнуть, то Канада какая-нибудь окажется. Украина смотрит. Приятно. Приятно, что все мы здесь нашли время и собрались. Вот, мы подходим к перекрестку. Вот, у нас прямо по нашему движению Невский проспект. Направо уходит Владимирский проспект, и там у нас Владимирский собор. Там у нас станция метро Владимирская и Достоевская. Там у нас Кузнечный рынок. А налево уходит Лиговский проспект. Друзья, у меня есть целое отдельное видео по Лиговскому проспекту. Прогулка по Лиговскому. Ой, по Лиговскому, по Литейному. Видите, я сам уже оговорился. Литейный. Литейная часть. В самом конце, около Невы, был литейный завод. Там пушки отливались. Видите эти столбики? Аноним 100 рублей, спасибо. Видите эти столбики? Это не просто столбики, это целые пушки. Так. Вот, речь была о Лиговке. Ну, слушайте, там по Кузнечному переулку, понимаете, смотрите, от Лиговки по Кузнечному переулку вы сначала пройдете улицу Марату. И Лиговка, конечно... Так, ну мы что, по Литейному тогда смысла нет идти? Возвращаемся на Невский. Так, Светлана, все-таки о каком доме там была речь-то на Лиговке? Вот это как в той самой рекламе, сколько вешать в граммах. Говорите точнее адрес. Потому что домов, ну, по вашему описанию, в Петербурге масса. Даже на Лиговке. Так, сейчас перейдем Невский. Анна просила показать дом. Так я готов. Только что именно? Показать дом. Вот могу вот этот дом показать. Дом примечателен. Написано ресторан Палкин. Здесь действительно был когда-то до революционной России ресторан товарища Палкина. От него даже остался вот этот вот... Даже не знаю, как это обозвать, что от него осталось. Но потом он после смерти ресторан Палкин перешел к его детям. Дети не стали продолжать дело отца и продали его. Ну и только в современной России ресторану, дабы какую-то коммерческую привлекательность придать, дали старое имя.
Там камера, привет с Невского. Привет всем добрым людям. Как пел Александр Розенбаум, Лиговка, 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 ты мой родительский дом. Да, а сам Розенбаум живет на Васильевском острове. На, по-моему, 2-й линии. Номер дома не скажу. Так, давайте, да, друзья, определяемся с номером дома на Лиговке. А у меня вообще, как бы, пока мы идем, у меня план-то немножко формируется, куда нам дальше направиться после площади Восстания. И он, получается, диаметрально противоположен от того направления, где у нас Кузнечный переулок. Вообще исторический район нынешнего Лиговского проспекта, ранее это еще до, даже не до, а во время даже и после революции, вот так вот даже скажу, это был Лиговский канал. Вообще та местность называется Лиговка Ямская. Ключевое слово Ямская, Ямская слобода, ямщики жили, московский вокзал, не просто московский, это с противоположной стороны у нас Ленинградский вокзал в Москве. Тут тусуются товарищи фото-разводилы. Так, у нас Виктория задонатила через, спасибо большое, через CloudFound. Только я не успел прочитать. Пойдем все-таки, наверное, налево. Вот сейчас по ходу нашего движения дойдем до БКЗ. Большой концертный зал Октябрьский, БКЗ Октябрьский. Там есть елка. Я хочу вам показать елку у БКЗ. Ибо чего? У нас в прошлую прогулку как раз так и получилось, что мы ехали на автобусе от Парка Победы до станции метро Лиговский проспект. А дальше я шел пешком по Лиговке до Московского вокзала, и уже на Невский сюда мы свернули. Поэтому повторяться не очень хочется. Но если очень надо, я это сделаю. Вы только говорите. Так, Дакота Джуп тоже в блокировку. Политические темы не обсуждаем.
Да, там греческая слобода находилась в том районе. Была греческая церковь. Да, что-то мысль ушла, сбили. Так. Наверное, надо нам и Ларса 63 заблокировать. Ну, что-то не могу вспомнить мы там про какой дом, но на самом деле Сангали. Вы имеете в виду сад Сангали и особняк Сангали. Я вот вангую речь о нем. Скажите, да или нет? Я про ямщиков говорил, да, ямщики, это вот Слобода, Ямщик. Вот этот район Московского вокзала и конец Невского, ну, конец, концом-то не назвать, все, что справа от него, слева это у нас район Пески исторический. Так, Анна уточнила, Лиговский 62. Так, и что у нас Лиговский 62, это что за дом? Загуглите, Сангали или нет? Так, я думаю, давайте здесь все-таки пройдемся. Я хотел здесь перейти, но дойдем до следующего светофора. Мы вас из Швеции смотрим, я из СПБ, он швед. Пишем вам на английском, а я на русском. Интересно. Друзья, не касаемся политических тем. Потому что спорить о политике, о религии и о вкусах — это дело последнее. О чем мы здесь будем заниматься. Ну вот, и разобрались. И я даже, видите, без номера дома догадался, о чем речь. И первый, по-моему, догадался. Да, особняк Сангали мы в прошлый раз проходили. Я его точно помню. Там сейчас консульство чье-то. Там какой-то, флаг Мавритании. Как будто бы. У нас тут горящие урны. Прям как в Бронксе. Ой, да, я в 17 Так, уже у меня от мороза даже батарейка на стабилизаторе села. Тоже подключил его к пауэрбанку. Возможно, я просто так. Лара, простите, я вас вспомнил, а сейчас что-то я на ходу неправильно прочитал, точнее прочитал, неправильно понял от вас сообщение, и что-то я погнал. Признаю, был неправ. Да, у нас ездят троллейбусы, еще есть электробусы. Троллейбус, вот сейчас здесь просто троллейбус стоит, а есть троллейбус-электробус, который часть маршрута идет по проводам, и часть маршрута идет на аккумуляторе.
Так, ну давайте сделаем следующим образом. До Сангали дойдем прямо сейчас. Или нет? Нет, не сейчас. Дойдем до БКЗ, а после я там развернусь и дойдем до сада Сангали. А там как раз уже по нами озвученному Кузнечному переулку на Владимирский проспект, к Владимирскому собору. Станция метро Площадь Восстания. Гостиница Октябрьская, на которой буквы город-герой Ленинград. Торговый центр Невский. От него, это, короче, тут декорация построена. Даже не построена, а... Вот даже не знаю, она построена или это все-таки какие-то просто остатки от фасадов, но внутри там все переделано, переколочено, перестроено. Внешний вид оставлен исторический. Да, Светлана. Это, наверное, многих удивит. Вы всем-то не рассказываете, но да, в Питере есть метро. Даже под землей. Даже на глубине свыше 100 метров. Кстати, да, в Петербурге случилось светлое событие. Впервые за 5 лет открылась новая станция метро под названием Горный институт. Находится она на Васильевском острове. Это получается третья полноценная станция метро в Петербурге. Да, флешбеки, наверное, да, вот это вот вертолеты, учащенное сердцебиение. Да, вот этот вот участок, отрезок от площади Восстания до Дворцовой площади, весь Невский, это прямо, наверное, для большинства туристов какие-то ассоциативные ряды дает, выстраивает. Потому что так или иначе у всех приезжающих в Петербург Невский проспект с чем-то ассоциируется. Потому что все туристы гуляют только по одному Невскому. Вот видите, мы сейчас свернули на Лиговский проспект. И какая здесь уже малолюдная картина. Абсолютно. Да, я сам на Горный институт, на станцию метро еще не ездил. Пусть там пройдет ажиотаж. Хайпиться на этой теме не вижу никакого смысла. Да и незачем. Но по опыту прошлых лет, когда открывали ту же Беговую, Беговая вся текла. Все там переделывали, фасады перенавешивали.
Я подозреваю, что с горным институтом будет та же песня. И, кстати, что случилось-то? По-моему, в 9 утра там открывали его, и в первые же 10 минут встали эскалаторы на подъем. Ой, да. Было смешно. У Кремлевской стены. Окей, давайте до туда дойдем. Давайте. Там, правда, неудобно, выходить оттуда будет. Ну, пройдемте, чё, ладно, давайте. Я понял, о чем мы. Или нет, давайте не так. Я пойду, как я планировал. Давайте я понаглею, ну, с вашего позволения. И через донаты. Все пожелания куда-то зайти, привернуть, давайте через донатики. Хотя бы минимальные 100 рубликов и вам не накладно, и мне приятно. Вот тут мы уже дошли до района Песков. Вот это тут советские улицы. Тут у нас напротив сейчас мы проходим вторую советскую. Ну и так там вплоть до 9-й. Снега нет, снег весь смыло. Снег растаял. Снег обещают 1 января. Вот говоря про донат, поясню, что наверняка, если нужная сумма накопится, донат пойдет на улучшение канала, в частности, там, возможно, на какие-нибудь более теплые рукавицы, более удобную шапку, ибо зимой нам еще гулять много. Все-таки зима будет странно тепло-холодной, непонятно, сырой или снежной. Ну или, возможно, если будут какие-то более весомые суммы задоначены и собраны, то, конечно же, я опущу это все в оборудование, через которое снимаю видео и стримлю. Вот мы уже к БКЗ подходим. Юрий, да, мы тут проходим недалеко от вас. Буквально вот там за поворотом, наверное, где-то арка в ваш двор. Мы напротив БКЗ. Где только этого Шерлока Холмса не снимали. Тут же в каждом садике, да что, в Петербурге, вот, ну, регулярно снимают кино. И я уже не единожды во время и стримов, и просто записи видео, прогулок по районам Петербурга натыкался на съемочные группы. Их очень легко опознать, они все с этими для актеров фургончиками. Вот, на БКЗ световые, ну, не знаю, как это назвать. В общем, проецируются картины световые.
Так, желаю всем крепкого здоровья, счастья, любви, пусть исполняются все желания и мечты, и хранит каждого ангел-хранитель. Возможно, даже в БКЗ сегодня какой-то был концерт чей-то. Свет горит. Так, по крышам больницы я в школе 155 французской училась. Мы наблюдали. Так, откройте Питер, не формат еще. Ну, есть второй канал, да, там такой малолюдный. Туда я выкладываю видео не совсем формата, не совсем прогулочного. Да, ну нет, я к чему? Снимаете, снимает. Тут как бы за столько времени было бы даже странно, что если где-то что-то не поснимали. Так, ну что, БКЗ посмотрели. Ну, в принципе, хорошее такое место. Да, и вот на этом месте была греческая церковь когда-то. И вот здесь греческая слобода. Как раз за БКЗ греческий проспект. Блин, я что-то говорю проспект, а сам сомневаюсь. Давайте сейчас я до памятника дойду здесь. Памятник одному из греков. Греческому греку. И пойдем до Полтавской. Дойдем. Это в смысле улица Полтавская. Там вот та самая почти Кремлевская стена. Ну, жила, конечно. Так, не знаю, сейчас получится. Вот вы все меня видите в тени, в мою тень. Ионис Каподистрия. Патриоты Греции и России. Памятник поставили. Вот слева вот это здание, это вот новодел. Это не обращаю внимания. А здесь что? Граф Ионис Каподистрия. Грек в дипломатической службе в России. Ну и тут, кстати, интересные такие информационные стенды. Здесь как раз перечислены, где какие были консульства. И цифрами, буквами обозначены. Бельгия и Великобритания находились прямо в Петропавловской крепости, получается. Ну, ладно, не про это история. Дом прикольный, согласен. Жутко неудобно. Да, вообще не вопрос. Никто ничем не обязан. Все на добровольной основе. А что такое точка вам экскурсоводом работаете? Нет. Я никогда уже не раз объяснял по поводу экскурсий. Я не экскурсовод, я экскурсии не веду, я экскурсии не записываю. Мы с вами всего лишь гуляем по Петербургу. Ровно точно так же, если бы мы сейчас с вами находились в Петербурге и шли рука об руку, просто бы гуляли по Петербургу, мотали бы головой влево-вправо, ну и рассматривали всякие петербургские интересности. Так, здесь давайте на 4-ю Советскую пойдем. Это райончик Песков. Опять же, видео на канале. Прогулка по Пескам. Исторический район Пески есть. Я тут уже хаживал. Посмотрите. Коли не лень. Да, Греческий проспект.
такой район очень тихонький, прямо хороший. Он весь из дореволюционных домов. Тут, ну, такие единицы какие-то есть, вот как вот сейчас там по правую руку будет дом, современная обстройка, но за счет этажности, он не сильно высокоэтажный, он внимание сильно не привлекает. Так, тут у нас уже, смотрите, как темненько, да? Освещение не такое яркое, как на Невском проспекте, из чего я делаю вывод, что, может быть, мы даже зря сейчас на Полтавскую идем. Все-таки надо было... Так, короче, я сейчас по Суворовскому проспекту вернусь на Невский проспект. Ну, там площадь Восстания, и это все. И пойдем к Сан-Гали. Но если все-таки действительно и правда интересно заглянуть к так называемым кремлевским стенам, то давайте донатик, и я пойду. Потому что это у нас будет такое существенное отклонение от маршрута. А это силы и время. Думаю, не сильно накладно для вас это будет. Так, перейду здесь. Кстати, заодно я посмотрю, покажу вам, и вы посмотрите, как Суворовский проспект украшен. Там какие-то тоже перетяжки есть у него, через него светящиеся. Ну, такие не очень. Но по сравнению с Невским проспектом не очень, но в остальном атмосфера праздника-то есть. Да, нет, с бомжами мы драться не будем. Мы в культурной столице. Мы тут примеры Эдварда Билла использовать не будем. Не наши методы. Вот, мы уже на Суворовском проспекте. Вот я про эти перетяжки имел в виду, светящиеся. Легендарная сеть кондитерских «Север». Все должны еще с советских времен, кто бывал в Ленинграде, помнить. Из Швеции в Питер или через Стамбул, или через Мурманск. Но я думаю, через Мурманск поближе будет, нет? Или если лететь, то без разницы. Зато в Стамбуле можно погулять денек по рынкам. Ну, слушайте, про доставщиков, да, оборзели они
тот момент, когда начинают тебе сигналить, мол, типа пропусти. Но какого хера я тебя должен пропускать, когда ты абсолютно себя бесцеремонно ведешь? Да, я понимаю, ты на средстве, как там этот, средство мобильности, да, как оно там расшифровывается, индивидуальное средство мобильности. Вот. Но это самокаты, а вот эти все электровелосипеды с их еще габаритными, или точнее не габаритными коробами, которые выпирают влево-вправо, это, конечно, напряг. Так, я так понимаю, вы тут делитесь маршрутами. Как можно попадать то ли в Россию, то ли из России в Европу. Другой вопрос, если у вас есть виза, ну как бы, точнее, не другой вопрос, один вопрос, если у вас есть виза какой-то из стран, это один маршрут будет. Если у вас визы нет и вам надо как-то ее получить сперва, то это вообще другой вопрос. Вот, привет у нас из Одессы, отлично. Тем временем у нас уже 8:30. Че, мы 2 с лишним часа уже ходим, да? Окей. Вот когда-то Суворовский проспект был ровно до сюда. Я сейчас перейдем дорогу, я вам покажу. Тут Суворовский проспект делает небольшой изгиб. Получается, что дорога, вот Суворовский проспект, идет прямо и упирается в дом. И когда-то вот этого прохода не было. То есть там был Невский проспект отдельно. Вторая Советская улица была отдельно, но она это не советская называлась. В принципе, для вас сейчас не важно, как это называлось. И Суворовский начинался от Седога. Ну вот, решили пробить. Ну и по правую руку у нас советского времени дома. Плюс вот не совсем красивого вида, да, получается дом. Ну, потому что это была внутренняя часть, внутренний флигель. И просто окошки здесь прорубили. Да, как-то ровненько, но фасада как такового нет. Поэтому вот эта часть Суворовского проспекта не совсем нарядная. Вот, видите, у вас гражданство, поэтому у вас одна история. Наверняка у вас еще и 2 паспорта. Поэтому вы можете смело ехать в Эстонию и в Нарве перейти в Россию по русскому паспорту, а вернуться по своему второму. И никакой визы не надо. Добрый вечер из Ставрополя. Ставрополь, да. Как там в Крыму у нас погода? Интересненько, как морушка. Бушует ли? Так, ну, до НАТО так и не прилетело, поэтому на Полтавскую улицу не пойдем. И, соответственно, к кремлевской, в кавычках, стене идем к Сангали. Идем к Кузнечному переулку. Так, давайте я по Первой Советской пройду. Раньше улица называлась, вот здесь есть подсказка,
с датами. Это первая Рождественская, соответственно, и все улицы советские были рождественскими. Потом она когда-то была уже советской, когда-то была каретной, новой каретной. Все годы здесь пронумерованы. Иней на деревьях. Ну, это у вас от влажности, наверное, да, там в Крыму? Такая история. Ну, блин, иней. Тут плодовые деревья, все померзнет. Опасненько. Первая советская такая себе в современном мире, в современное время. Улочка очень проходная, транзитная, вот так назову. Ну и на ней, ввиду близости Московского вокзала, очень много алкоголиков, таких местных. Местная лимита здесь лютует. Ну, вроде они как бы безобидные, но в алкогольном угаре могут и поорать. Там, да, там Севастополь с Одессой практически на прямой видимости. Там только один мыс, по-моему, мешает. Но в хорошую погоду, может быть, что-то и берега должны быть видны. Из Казахстана с наступающим Новым годом. Да, Екатерина, спасибо, вас тоже. Вообще всех с наступающим. Завтра уже не верится Новый год. Мы снова на площади Восстания. В этом месте у нас... Ой, вот это было страшно. В этом месте у нас Невский проспект делает излом. В народе вот эту левую часть Невского называют Староневский. Конечно, нигде на картах этого вы не найдете. Но сейчас объясню, почему чего-то не работают донаты. Слушайте, ничего не могу сказать. Почему не выводятся, да? Или как? Не отображаются? Возможно, это проблемы у доната Алерса. Видите, сейчас опять черный экран справа появился. Это вот там, где должен быть чат. Это что-то с донат Алерсом. Так, сейчас я тут постою. Отключу чат опять из трансляции. Что-то какая-то глюкина начинается. Так, что-то не проходит, да? Да, Юрий правильно говорит. Трамвай по площади ходил и прямо заруливал сюда. Так, ну у нас какие-то глюки. Глюкометр какой-то, блин. Неприятненько. Так, ну отключаю все-таки чат. Мне нравится, когда такая история. Вот. Есть фотографии, где трамвай, да, заходит прямо в арку гостиницы. Так, про Староневский и Новоневский. То есть, действительно, был сначала излом сделан вот этот.
прорублено. А потом был проект Невского проспекта сделать здесь, по Стременной улице. Это же Стременная у нас, или как там правильно это называется? Гончарная, господи. Вот. И продлить по Гончарной прямо сделать. Но из-за того, что там уже были построены дома, их уже было не снести. А проект-то был уже... Народ-то говорил, что типа вот это вот Новоневский, там Староневский. Но вот Новоневский не случился, а Староневский, который левее, там вот по которому сейчас Невский идет, продолжается. Как-то так и прилипло. Все работает, не знаю, как бы так. Я еще раз попробую включить чат, пока мы стоим. Но все равно черный квадрат Малевича что-то мне не нравится. Donat Alerts подводит. Возможно, сервера не вывозят нагрузку. Сейчас много кто стримит. И игровые стримы работают. Так, главное Питер показать. Донат это второе. Ну да, как бы работает, как бы. Нет, я не принципиален. Опять же, повторю, все на добровольных началах. Есть желание, возможность поддержать меня, поддержать канал. Welcome. Всегда рад, всегда благодарен. Ничто не прокурено, не пропито. Ну, а нет, так и нет. Что уж. Меньше мотивации, меньше желаний. Хочу, кстати, вот я обязательно сейчас вот на стриме обещаю, и раз обещаю, надо будет сделать. Хочу отдельное видео записать по Московскому вокзалу, погулять по внутри. Там, в принципе, тоже интересно. Есть что рассказать. Такое коротенькое видео получится. Так же, как я по Витебскому вокзалу гулял. Показывал вам. Самый первый железнодорожный вокзал в России. Витебский вокзал был. Ну и, в принципе, московский тоже можно продемонстрировать. Если на экране ничего лишнего у нас сейчас, я так понимаю, ни елка не выводится, ничего, ни QR-код. Все ссылки есть в описании. Ветерюща дикий. Вот мы уже опять оказались на Лиговском проспекте. Сразу все визуализируем, что здесь вот на дороге посередине раньше был канал. Водичка была. По каналу передвигались баржи. На баржах доставлялся стройматериал для особняков в Песках и по берегам Лиговского канала. Также доставлялись продукты, дрова. Такой был прямо именно не на погулять, не для красоты, а чисто утилитарное значение. Так, елка и QR-код есть. Ну ладно, есть и есть, хорошо. Хоть какое-то напоминание о Новом Годе. Это елка. Так, тут какой-то... Господи, гонщики. Есть фотография дореволюционная, начала 20 века, где здесь все еще... Короче, вот этот дом на фотографии. А дому, получается, уже там чуть ли не 120 лет. Точнее, фотографии 120 лет. А дому и того больше. Какая-то музычка тут. Давайте подойдем к источнику. Там я вижу... автобус Деда Мороза.
Так, заработало, говорите? Сейчас проверю чат, включу. Не знаю, заработал он или нет. Отображение. Так, нет, все равно черный экран, черный квадрат не работает. Не работает. Деда Морозус. Так, привет из Волгограда, ждали вашу прогулку, с наступающим вас и всех ваших близких, здоровья, спокойствия, много счастья в новом году. Спасибо, Мария, всех благ, очень взаимно. Интересно. Но мы продолжаем гулять, идем, движемся, перемещаемся. Здесь тоже интересно, видите, там на крыше светящиеся прожектора, и они светят, по-моему, на стены, проецируют фигурки всякие на стенах галереи. Галерея — это торговый центр. Рига смотрит, спасибо, да, привет в Ригу. Рижский бальзам. Привет. Кому-то в торговом центре заплохело. Вот про этот дом когда-то читал. При его постройке изначально в нем был кинотеатр. Сразу сделан. Ветер прям такой порывистый, такой холодный. Жуть. Много туристов из Китая. Ну, по крайней мере, может быть Япония, может быть еще какая-нибудь азиатские страны. Но будем называть из Китая. По-простому. Вот, тут у нас уже Кузнечный переулок. А сад Сангали чуть дальше. Сейчас дойдем до него.
Вот, а про склады вы, наверное, имели в виду Лиговский 50. Это бывшие склады Московского вокзала. Товарная часть. Есть московский пассажирский, да, есть московский товарный. Как-то так. Так, добрый вечер из Оулу. Какая замечательная прогулка петербуржцам. Привет, люблю Санкт-Петербург. Что такое Оулу? Это какая страна? Простите, я не знаю. Так, да, Анна, сейчас я покажу вход в Лиговский 50. То есть это под одним почтовым адресом Лиговский 50 целая большущая территория со множеством зданий. Не рынок, далеко не рынок. И рынком никогда не было. Вот, налево поворачиваем. И вот там все двухэтажное кирпичное, из красного кирпича здание. А это все склады были. Как говорится, да, Питер — это по любви. Да, там страховая компания, ну не знаю, кажется, ладно, не будем. Там отдельную историю про Лиговский 50. Вообще, что, когда и было. Но есть большой риск, что всего этого скоро не будет. Что это все снесут. В угоду скоростной железной дороги. Hello, Finland. Оулу — это, наверное, город Финляндии, да? Сейчас мы напротив Сангали, кстати, еще перейдем, потому что мы, стоя совсем под стенами этого здания, в масштабе-то всю красоту не рассмотрим. Так, на Васильевском, на намыве Финского залива вообще ветер сносит. Хорошо, чтобы была связка ключей в кармане, а то бы ветром унесло. Ну, там бардак свой, там, понимаете, хаос, он может же хаос быть регулируемый, там, управляемый, а может быть неуправляемый. Вот сейчас там хаос управляемый. Все нормально. Речь, наверное, про этот домик была, да? В Питере неделю назад был снег. В очередной раз на сегодняшнем стриме повторю. Все со снегом хорошо было, но вот потеплело, был какой-то циклон. Сейчас здесь почетный консул Республики Чад в Санкт-Петербурге находится в этом особняке. Сейчас чуть пройдем вперед. Я со стороны сниму, покажу вам этот особняк. Здесь тоже прекраснейшего вида забор чугуниево кованный. Мы сейчас на Лиговском проспекте, недалеко от площади Восстания. Особняк Сангали, сад Гали.
Вот историческая справка про товарища. Ну и тут что написано. Здесь был вот сейчас в белом этом коробушке. Здесь фонтан. Он законсервирован на зиму. Ну а сейчас мы выходим. Дальше по Лиговски не пойдем. Так, надо перебежать дорогу. Я бегу далеко. Так, трамвай нас пропускает. Так. Трамвайных дел мастер даже нам помахал рукой. Ну, точнее, я его поблагодарил, что он нас пропускает. Он в ответ махнул нам. Так, сейчас дойдем до Кузнечного переулка, все-таки по этой стороне Лиговского. Так, ага. И вам показать. Вот, ну, особнячок как особнячок. А номер дома я вам не сказал, да? А уже и не скажу. Я далековат, я отсюда его не вижу. Что-то похоже на 42 или что там? Или 62. Лиговский 62. Саид хорошей прогулки желает. Спасибо. Сейчас мы выйдем на Кузнечный переулок и пойдем в сторону Владимирского собора, к станции метро Владимирская, по совместительству Достоевская. Да, дом 62, да. Тут уже у нас рядом еще и лофт проект «Этажи», тоже отдельная история про бывший хлебный завод, про здание хлебного завода. Все это можно тоже погулять. Но больше такая тематика молодежная. Интересно, у нас среди зрителей молодежи-то много? Или вот все-таки среди зрителей много ли людей, кому будет интересна современная культура, современные интересы молодежи, современная молодежная культура, вот правильно сказать. Потому что дело такое. Так, опять попробую на ходу с чатом включить его. О, по-моему, включился. Донат прилетел. 400 рублей за проезд. Аноним. Это как будто бы у нас колесница в ад. Передаем за проезд. В баню на Лиговском проспекте. А где эта баня была? Мне 29, я считаю себя еще молодежью. Ну, как говорится, главное это сердцем не стареть.
Но проблема отцов и детей была всегда, есть. Но это не про проблему я сейчас, а про то, что поколения все-таки друг друга не понимают. Зачастую. В рай. Ну, в ад это мне больше интересно. Я люблю, знаете, зайти где-нибудь в Инстаграме в комментарии, там, где прям котел в аду для каждого комментатора, потому что там такие бывают перлы выдают. Ну, оскорбительные, как бы, но там есть за что, как правило. Ну, к примеру, да, вот тут раменная, и она вся в тематике Наруто. Вкуснейший рамен, там везде Наруто нарисован. Вот насколько для вас эта тема была бы интересна, потому что в лофт-проекте «Этажи», там на Лиговке, там очень много именно вот такого. Ну вот да, видите, можно уже оценивать-то по-разному. Можно это называть помойкой, а можно какой-то молодежной средой, как бы. Ну тогда вот у нас что получается, молодежная среда помойка, ну тут каждому свое, вот и все, в каждом возрасте свои интересы. Я так считаю, и осуждать их за это, ну, также они нас, ну, они, молодежь, нас, людей постарше осуждают. Вот, видите, как бы, сколько людей, столько и мнений. Так что давайте, да, наверное, я туда точно не со стримом, потому что там плохо со связью. Я туда схожу, отдельно видео запишу про историю здания в целом и покажу, что сейчас там происходит. Потому что даже за время самого существования проекта «Этажи» сам проект очень изменился и претерпел массу изменений за время своего существования. Да. Так, а вас, Александр, я попрошу быть потолерантней. Все фломастеры разные, на вкус и цвет. Соответственно, люди все разные, у всех разные интересы. Из этого складывается, в том числе и из этого складывается атмосфера в городе Санкт-Петербург. Здесь нет однополярного мышления. Здесь все разные, каждый приносит в атмосферу, в культуру, в жизнь города частичку себя, и тем самым город становится все более и более многогранен. Коломенская улица. Есть целый большой район в городе Коломна. Считается, что он заселялся выходцами, точнее рабочими, которых перевозили из подмосковной Коломны, поэтому и район Коломна. Он сам по себе тоже делится на большую и малую части. Прогулка по Коломне у нас тоже есть. Ну ладно, Коломенская улица, так, к слову просто. И вот видите, смотрите, где был особняк Сангали. Мы сейчас идем по Кузнечному переулку, и мы все еще до рынка не дошли. А там у нас в конце Кузнечный рынок. Хотя да, вы же сказали, что вы не рынок имели в виду, а склады. Тогда да, тогда ладно, тогда не цепляюсь. Куда-то оттуда уехала. Ну вот, окей, видимо, тот последний раз, когда я был в Этажах, там еще что-то, какая-то надежда теплилась. Помимо вот этой всех торговых точек, которых там правда развелось, и от выставочных залов, вообще в целом каких-то культурных мест, там все меньше и меньше, в общем, этих культурных мест оставалось. И все захватывалось под торговлю. Опять же, торговля сама по себе ориентирована на молодежь.
прям такую на школоту, без обид, но школоло на студенчество. Так, мы на улице Марата. Музей Арктики и Антарктики. Когда-то тоже был храм, но в советское время преобразованный, там купол снесен, купола нет. Там в конце у нас Невский проспект, по которому мы уже с вами сегодня проходили. Мимо Чуфальни пройдем, но что, зайти в Чуфальню? Так, Александр М, да, Севкабель, да, Брусеницын, да. Вот как-то вот все, видимо, туда, культурный кластер, молодежный туда сдвинулся. Соглашусь. Чуфальня — это китайская столовая. Такая прям аутентичная китайская, но не в плане оформления, а в плане того, что там готовят настоящие китайцы, настоящую китайскую пышчу. Вот. Это, конечно, не кузнечики какие-нибудь, не стритфуд китайский, но эти свинина, кура, соусы, лапша, рис, какие-то соевые истории. Это все оно. Нет, надо просто так, это вот ремарка. Тебя уже водители общественного транспорта, наверное, стали узнавать. Нет, просто как ты к людям, так и они к тебе. Я же ему сначала просто там покивал, помахал, улыбнулся глазами. И он в ответ так же, как к тебе, так и, точнее, как ты, так и к тебе. Все, тут закон-то простой. Я ведь также и в чате, если кто-то начинает грубить, нарываться, я абсолютно зеркально отвечаю. Не потому что я такой, а потому что человек этого заслуживает. Проходим мимо музея квартиры Федора Михайловича Достоевского. Последняя квартира, которую он снимал и жил. Здесь были написаны братья Карамазовы. Если кому-то интересно, кто-то захочет пойти в эту квартиру-музей, ну, подразумевая, что вы там увидите оригинальные вещи Федора Михайловича, то, ну, наверное, огорчу и скажу, что нет, оригинальных вещей вы практически не найдете. Там собраны вещи, которые того времени были собраны, и они здесь выставлены. Потому что случилась революция, и квартира была, ну, там плюс-минус разграблена. А как раз по левую руку у нас кузнечный рынок. Когда-то он каменным не был, это были ряды. Сначала деревянный, потом железный, такой склепанный. Ну и в советское время он был облечен в камень. Так, Александр, вообще я в прошлый раз рассказывал все личные вопросы через космические донаты, потому что отношение к прогулкам абсолютно никакого не имеет. Правда. На Коломенской, дом 14. Да, у меня как-то на Коломенской друзья жили. Бывал не единожды в гостях, поднимались
на крышу через черную лестницу. Было много выпито вина летними вечерами. Прекрасная атмосфера, прекрасное время. Есть что вспомнить. Все прекрасно. Ох, мы проходим, сейчас был по левую руку выход из метро. И там такое приятное тепло шло. Так. Мы уже на Владимирской. У нас как раз вот слева это вход в станцию метро Владимирская. Здесь же у нас в этом месте пересечение двух веток, красная и оранжевая. Там Достоевская. Вот Достоевская, где-то вот вход там, в Достоевскую, внутри этого торговика. Это же не торговик, а чего это? Бизнес-центр. Очередной Ренессанс, один из. Ну и памятник Федору Михайловичу. А что, донаты так и не работают, да? Жаль, печально. Как говорится, обидно, досадно, но ладно, да? Так, поставлю вас на и направлю на себя. Так, даже не знаю на что, на каком фоне, где у нас красота вся. Друзья, давайте подумаем, порешаем, что мы делаем дальше. И во время у нас, по-моему, уже чего? 9 часов. В Одессе не ходят. Моя бывшая работа на Большой Московской. А это вот туда. Все рядышком. Так, я тут всякие зарядки пока скручиваю. Надо нам подумать, порешать. Мы продолжаем куда-то двигаться и идти. Так, Чуфальня оригинально. Приятель служил в Монголии. Там прием пищи в столовой было чуфанить. Может быть, это все отсюда и... Ой, какой ветер. Видите, шатается. Это прям порывы ветра дикие. Дикие ветреные порывы. Ёлки, меня за телефон страшно сейчас упадет. Какие еще клепки. Не знаю, про какие вы клепки, но не суть важно. Ладненько. Друзья, товарищи, сопрогульники, еще раз с Новым годом, с наступающим. Это у нас получился завершающее видео, завершающий стрим в этом году. Так, где картинка? О. Очень рад, что вы все сейчас со мной здесь на канале. Нас здесь стали так много. Канал развивается, я вместе с ним пытаюсь развиваться, все ради вас. Не знаю, что еще рассказать. Скажу вам огромное спасибо и за донат. Как не работает, видите, все работает. Было бы желание, да, Александр? Было бы желание. Спасибо, лайк, вы лучший. Да, на этом все, прогулку заканчиваем. Почти 3 часа. Не знаю, как там получится. В записи стрим будет на Рутюбе, на всем. Донатить тоже можно. Cloud Tips, банковский перевод. Все как бы... При желании можно Озон, Wildberries, какой-нибудь носочки теплые. Потом мне QR-код как-нибудь сбросите. Там в Телеграме тоже можно будет списаться. Да. Всем спасибо, всем пока. Всех с Новым годом. Я зайду в Чуфальню, куплю какого-нибудь свинины в кисло-сладком соусе, каких-нибудь лапши домашней, дабы надо перекусить, восполнить силы. Так,
Дочитываю последнее сообщение в чате. Роман, спасибо за хороший микрофон. Стало приятно слушать и не только смотреть. Но тут тоже хочется иногда и атмосферу города передавать. Вот, а микрофон все-таки иногда скрадывает атмосферу города. Так, ну все, да, давайте на этом заканчивать. Я пошел. Такой good air. Все. Пока. Тут еще видите, елочка в кадре. Так, я не могу это. Так, Роман, вы старше 80-х. Да что мы за игру-то в такую играем? У меня седина в бороде. Что вы от меня хотите? Все, пока.